Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Выступая перед сторонниками во Флориде, Дональд Трамп назвал свой результат в президентской гонке политической победой, которую прежде не знала история США. Это величайшее политическое движение, когда-либо существовавшее. Сегодня мы сотворили историю, преодолевали препятствия, которые казались невозможными. Посмотрите, что произошло. Это просто безумие. Он пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой в истории США. Бизнесмен Илон Маск в интервью Такеру Карлсону сказал, что если получит должность в администрации Трампа, будет бороться с бюрократией и добиваться сокращения числа федеральных агентств в США. «У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить нашу страну», — сказал Маск. Бывший президент Трамп был избран 47-м президентом Соединенных Штатов, победив вице-президента Камалу Харрис, и обеспечил себе второй срок в Белом доме, согласно оценкам новостных агентств, таких как AP News, Washington Post, NBC News, New York Times и Reuters. Трамп заявил о своей победе в обращении к сторонникам во Флориде, заявив, что он преодолел препятствия, которые никто не считал возможными, возглавив величайшее политическое движение всех времен, чтобы обеспечить беспрецедентный и мощный мандат. Харрис отказалась выступать перед своими сторонниками, собравшимися вчера на митинге в ночь выборов в университете Говарда. Сопредседатель кампании Харрис Вальц сообщила, что она выступит позже сегодня. Республиканцы получили контроль над Сенатом, отвоевав палату у демократов и рассчитывая на самое большое большинство за последние годы после неожиданно сильных результатов Трампа в колеблющихся штатах. Несмотря на угрозы взрыва и дезинформацию, подавляющее большинство американцев смогли проголосовать беспрепятственно в ходе в целом гладкого, безопасного и надежного процесса. Мировые лидеры поздравляют Трампа с его очевидной победой на вчерашних президентских выборах. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху восхваляет величайшее возвращение в истории. Французский президент Эммануэль Макрон заявляет, что готов работать вместе с Трампом, а украинский президент Владимир Зеленский приветствует приверженность Трампа подходу «мир через силу» в мировых делах. Пресс-секретарь президента России заявил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравить Трампа. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Дональду Трампу по случаю его избрания 47-м президентом США. «Уважаемый господин Трамп, сердечно поздравляю вас с избранием 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Уверен, что ваш богатый опыт, знания и способности наилучшим образом послужат обеспечению благосостояния американского народа, продвижению интересов и укреплению роли США в мире. За последние годы отношения между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки, основанные на исторической дружбе, общих ценностях и взаимных интересах наших стран, достигли беспрецедентного прогресса. Конечно, американская армянская община также играет свою роль в этом процессе. Высоко ценю эффективное сотрудничество между нашими странами в установлении мира и стабильности на Южном Кавказе на основе основополагающих принципов суверенитета и территориальной целостности, укреплении демократических институтов в Армении, защите прав человека и обеспечении верховенства закона, борьбе с коррупцией, предотвращении угроз безопасности. Особое место в нашей многоплановой повестке дня занимает развитие сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также полное использование имеющегося значительного потенциала. В этой связи я рад отметить совместные усилия, направленные на повышение экономической и энергетической устойчивости Армении. Уверен, что в период вашего президентства отношения Армения-США еще больше укрепятся, и мы продолжим фиксировать новые достижения, реализуя наше видение выхода на уровень стратегического партнерства. Уважаемый господин президент, я полон надежды, что в отношениях между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки откроются новые возможности, особенно в случае установления прочного и стабильного мира на Южном Кавказе, разблокирования региональных экономических и коммуникационных каналов, в связи с чем предложения правительства Армении реализованы в проекте «Перекресток мира». Позвольте мне еще раз поздравить вас с избранием на пост президента Соединенных Штатов, пожелать вам доброго здоровья, успехов и новых достижений на благо и прогрессе дружественного народа Соединенных Штатов Америки.
Отметим, что сенатор Джеймс Венс, который 20 января 2025 года во время инаугурации Трампа автоматически станет вице-президентом США, написал в своем микроблоге, что с приходом республиканцев они вернут 120 тысяч христианских армян на их родные земли, подразумевая Нагорный Карабах. Он заявил: «Соединенные Штаты должны бороться с преследованиями христиан по всему миру, и они будут это делать, когда президент Трамп вернется в Белый дом. Камала Харрис ничего не сделала». Он также ретвитнул пост Трампа, в котором тот написал: «Камала Харрис ничего не сделала, когда 120 тысяч армянских христиан подверглись ужасающим преследованиям и были насильственно перемещены из Арцаха. Христиане по всему миру не будут в безопасности, если Камала Харрис станет президентом Соединенных Штатов. Когда я стану президентом, я буду защищать преследуемых христиан, работать над прекращением насилия и этнических чисток, и мы восстановим мир между Арменией и Азербайджаном». Завершились выборы президента США. Им стал представитель республиканской партии Дональд Трамп. Как и в случае с выборами в Грузии, я не понимаю тех, кто остался недоволен и посыпает голову пеплом. Нам, как независимой стране, нужно научиться политической гибкости. Мы должны быть нужными любой власти, в любой интересующей стране. Нам нужно научиться подстраиваться. Да, было бы гораздо легче, если бы победила Камала Харрис. Ведь именно во времена правления Демократической партии отношения Еревана и Вашингтона вышли на сегодняшний уровень. Но давайте не будем забывать, что США – это где во главенстве всего стоят государственные, а не причуды одного человека. Если США будет выгодна сильная Армения, то они сделают все для достижения этой цели. А сейчас нужно продолжать повышать боеспособность армии, поднимать уровень экономики и жизни среднестатистического жителя нашей прекрасной страны. Постскриптум. Интересно, что успеют и захотят сделать демократы до того, как покинут Белый дом. Армяне должны понять одну простую вещь. Кто бы ни сидел в Белом доме, Кремле или Елисейском дворце, для нас ничего не меняется, если власть в самой Армении продолжает занимать бесхребетные и зависимые от внешних игроков люди. Никакие заявления западных столиц, никакие красивые слова о поддержке не дадут нам реальной безопасности, пока внутренние ресурсы и управленческие решения в Армении отданы на откуп агентам других стран. Возьмем недавнюю историю. При президенте Трампе началась война в Арцахе, и, несмотря на всю риторику, США не встали на защиту армянских интересов. При президенте Байдене произошла этническая чистка в Арцахе и полная его потеря. Лишь была озвучена поддержка и признан геноцид армян 1915 года. Но принесло ли это реальную пользу? Нет. После этих громких заявлений ситуация в регионе только усугубилась, а для армянской стороны не последовало ни политической, ни экономической поддержки. Все это – наглядный урок о том, что надеяться на внешних союзников бесполезно, пока сами армянские власти не имеют жесткой, независимой позиции и твердого курса на защиту национальных интересов. Сильная Армения – это сильная армия, это жесткая позиция. И хватит играть в демократов и либералов, это уже не модно и не в тренде. Настало время играть в строителя Армении, а красивые слова нам не нужны, мы уже устали от всего этого. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.